Всем привет! Меня зовут Катя, и вы находитесь на моем творческом канале, который называется Гудзик DIY. Сегодня хочу показать вам, как сделать вот такого симпатичного снеговичка. Несмотря на то, что делается он очень просто, выглядит довольно оригинально и необычно. Делать его буду из гипса, поэтому для начала мне нужно взять какую-нибудь форму. Я беру пластиковую бутылку, они часто бывают вот таких красивых округлых форм. Я буду заливать ее вверх ногами, поэтому горлышко нужно заклеить кусочком картона и защитить его от размокания скотчем. Я прямо здесь и замешиваю гипс, потому что он очень быстро застывает, и если разводить его в другой посуде, можно не успеть его перелить. Лучше всего срезать бутылку, когда гипс немного схватится. Так дальше будет легче работать с основой, пока она еще немного влажная. Можно немного подровнять дно, чтобы фигурка стояла ровно. И если вам нравится рельеф от бутылки, то просто оставьте так. А мне очень нравится, как выглядит такой эффект. Чем-то он напоминает резьбу по дереву. Каждая грань получается разной, и сразу видно, что это вещь ручной работы, а не фабричного производства. Пока гипс как следует не застыл, вбила небольшой гвоздик, чтобы закрепить на нем потом голову. Получившуюся щель заклеиваю бинтом, потому что буду шпаклевать голову, чтобы скрыть фактуру пенопласта. И шпаклевка очень хорошо ляжет на бинт. Из толстой прочной проволоки делаю каркас для ветки на голове. И чтобы мне было легче ее формировать, свернула из тонкого картона конус и отрезала верхушку. Ну а более тонкую фигурную часть ветки буду делать из фольги. Все тоненькие маленькие веточки тоже укрепляю каркасом из проволоки. Не хочет пенопласт держаться на ПВА. Голова отвалилась, но ничего страшного, приклею ее позже термоклеем.
Можно еще добавить бинт. За счет своей рыхлой поверхности он хорошо будет держать толстый слой шпаклевки. Кстати, ее можно сразу окрасить в нужный цвет, добавить акрил или строительный колер. Ну или купить специализированную шпаклевку по дереву. Она бывает разных натуральных оттенков. Вот так выглядит один слой. Как видите, кое-где остались проплешины, которые нужно заполнить. Как вы знаете, термоклей не дружит с влагой, поэтому нужно дождаться полного высыхания и уже приклеивать голову на место. Чтобы краска хорошо заполнила всю бугристую фактуру, добавила в нее немного ПВА и воды. Так как шпаклевка белоснежная, а гипс желтовато-сероватый, мне нужно скрыть эту разницу оттенков. Буду красить вот такой перламутровой полупрозрачной краской. Она глянцевая, и поэтому поверх нее даже не нужно будет наносить лак. Мне хочется добавить вязаной фактуры. Шарфик я решила связать, но можно также взять кусочек от старого свитера. Его нужно пропитать ПВА, для того, чтобы он хорошо держал форму. А фактуру коры подчеркиваю в технике сухой кисти. Использую разные оттенки коричневой краски, от темного к светлому. После высыхания немного заснеживаю веточки. Я снова использую шпаклевку. Так как я свое видео снимаю заранее, у нас еще не завезли в магазины спреи с искусственным снегом. После высыхания ПВА также прохожусь перламутровой краской, для того, чтобы еще больше выделить вязаный рельеф. Черным перламутром рисую глазки. И приклеиваю нос из воздушного пластилина. Чтобы он крепко держался и не откололся, его закрепляю на зубочистке. Хочется еще немного приукрасить снеговичка. Беру корзиночку с рельефным рисунком, которую буду использовать в качестве текстурного коврика. Приклеиваю по маленькому кусочку воздушного пластилина на листике. После высыхания снимаю и подравниваю форму. Ягодки делаю из красного бисера, который нанизываю на тонкую бисерную проволоку. Приклеиваю все на акриловый лак, потому что мой ПВА оставляет белесые разводы. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то поддержите его, пожалуйста, лайком и комментарием. Именно ваша активность помогает попадать ролику в рекомендации и набирать просмотры. Желаю творческих успехов и позитивного настроения. Увидимся совсем скоро в моем новом видео.